Yeah, beating it everywhere 부르기만 하면 돼 Look it out 그냥 불장난 같아 Blink 나만 나타나 Just blink for me 시원하게 네 화를 불어줄 테니 Just hold up. Всем привет, ребята, меня зовут Ники Макалин, и я решилась. Я беру вас с собой в клинику пластической хирургии в Южной Корее. Погнали! Я очень люблю метро в Корее, поэтому я сейчас поеду именно на нем. Я доехала до станции, которая называется Дончак, и сейчас мне нужно сделать пересадку на другую линию. И я уже приехала наконец-то, и мне вот это высокое здание, которое называется Regent Medical Tower. Пойдемте вместе со мной. Кстати говоря, вот выход в метро, и вы не заблудитесь, если что. Я поднялась на 15 этаж, здесь у них ресепшн, и пройду сейчас дальше. Regent Medical Group. Смотрите, как здесь просто потрясающе. Это клиника моей мечты. Это зал ожидания. Нужно будет сюда пройти, присесть, и тогда уже пригласят меня после того, как все будет готово уже к моему приему. Я присела, и мне сказали, что меня пригласят на консультацию, и я хотела вам немного рассказать о той операции, которую хочу сделать я. Во-первых, у меня круглое лицо, и я хотела бы немножечко подчеркнуть контур лица. То есть операция так и называется, по сути, V-line. Это лицо, когда вот такое. Оно будет немножечко зауженное, будут четкий контур, и вообще в целом оно будет изящнее лицо. Поэтому я пришла сюда на консультацию. Консультация, кстати говоря, бесплатная у них. И для того, чтобы записаться на консультацию и вообще узнать всю информацию, у них очень просто. Можно просто зайти на сайт, там сразу есть контакты, что в принципе я и сделала. Можно им написать и на KakaoTalk, это местный мессенджер. Также можно будет написать на email и узнать все вопросы. Я была записана на 10 часов, сейчас уже меня будут приглашать. Переживаний по поводу клиники, какая она, что, у меня абсолютно нет. Все рассеялось, потому что это одна из лучших клиник в Сеуле, в Корее. В принципе, она находится на Канаме. Канам — это улица, где вот можно просто брать и выбирать пластические клиники. Здесь их очень много, поэтому очень важно выбирать клинику по рейтингу, по ее имиджу. Вы многие у меня спрашивали по поводу пластических операций в Корее, пока я здесь, чтобы я сняла такое видео. Поэтому я специально приехала сюда и попросила заранее, спросила у менеджера, могу ли я здесь снять видео, потому что вы сами знаете, в Корее не везде разрешено снимать, но я у них попросила, они мне разрешили. Смотрите, что они мне дали. Это буклетик на русском языке. Это очень круто, потому что можно будет почитать самой все, пока здесь ожидаю. Это вот врачи. Я пойду на прием к вот этому врачу, мистер О. Я к нему записана. А сейчас я хочу подойти к окну и посмотреть. Здесь открывается просто потрясающий вид на небоскребы. Как я уже говорила, это район Каннам. И это самый практически крутой район в Сеуле, в Корее. Смотрите, какая красота. Сегодня просто дождь идет, и поэтому не очень видно. Солнечную погоду здесь потрясающе. Кстати, вот этот хирург, мистер О, мой хирург, он участвовал в программе, и вообще клиника Regent участвовала в телепередаче в корейской Let Me In и во всех сезонах. Они там тоже проводили пластические операции. Это передача по трансформации людей. И оказывается, знаете, здесь у них не только клиника пластической хирургии, но также они здесь избавляются от акне, от прыщей, те, у кого проблемы на коже. И видите, у них здесь маски специальные, косметика. Это не просто, которая косметика продается везде, а конкретно узконаправленная и профессиональная, скажем так. Вот еще витрина с их косметикой. Кстати, смотрите, вот здесь вот плакат, и здесь все звезды или же известные личности Кореи, которые либо же делали какую-то операцию, либо проходили какие-то процедуры в этой клинике. И вот они все здесь. Если вдруг вы кого-то узнаете, то напишите в комментариях. Меня уже пригласили на скрининг, и я сейчас пройду в кабинет, вам тоже все буду показывать. Вот как выглядит кабинет. Здесь новейшее оборудование. 어금니 물어주시면 되세요.
Мне уже сделали все снимки, я прошла скрининг. Это нужно для того, чтобы когда я пришла на консультацию к врачу, у него уже была вся информация обо мне, и он мне прям наглядно показал, где мне что нужно убрать. Здесь консультация проходит в 2 этапа. То есть первый этап я сначала прохожу консультацию у ассистента. Она мне рассказывает общее положение и, в общем, проводит, скажем так, консультацию, а уже узконаправленную проводит непосредственно сам врач. После этого. Сейчас я иду на консультацию с ассистентом. 안녕하세요. This is Gina, consultant. Okay, I'll help you to explain about your recommendations. Сначала мне нужно было пройти X-ray, скрининг сделать, и потом я уже прохожу консультацию у ассистента, и уже после этого пойду на основную консультацию к врачу. How do you call your name? Вероника. Nice to meet you, Veronica. This is Gina, consultant. Ее зовут Джина. From Russia. 네. So you are interested in V-line and the zygoma, which is cheekbone reductions? 네. Она меня спрашивает, хочу я сделать операцию V-line и уменьшение скул. Okay, so before we see the doctor, we need to take the X-ray to check the bone. Сначала скрининг And нужно for проходить. together, could you tell me how you want to improve your bone area? Я хотела бы изначально, чтобы у меня лицо было немножечко уже, так как оно у меня круглое, и более четкие линии, контур лица. I have a collection of the foreigners. Well, we have a foreigner and Korean patient in the homepage, but I just gathered for foreigner people. Она мне сейчас покажет несколько фотографий, а уже полный, скажем She's так, from Kazakhstan. список фотографий покажет мне врач. She did a protruding mouth surgery, which to fix the. Эта девушка с Казахстана, ей уменьшали челюсть, и это результат до и после. To your case. Она сделала Sarcoma, ринопластику, смаз-лифтинг, филлеры, ботокс и V-line. И результат, смотрите, какой потрясающий. Она сейчас снимается в рекламных акциях различных, таких как Maybelline. Этой девушке сделали и V-line, и уменьшение скуловой кости, и глаза сделали, и ринопластику. И все это происходило в один день, то есть в один этап. И сделали более пропорциональное лицо. X-ray and then explain about it. But for V-line and zygoma, it's gonna be 1 day hospitality in the surgery. And then you're gonna check with the doctor as a follow-up the next day and discharge after. And 1 month for 1 month, try not to go to swimming pool, sauna, no drinking alcohol and smoking. This is not good for like infection rate, okay? Окей. Она говорит, что после операции мне нужно будет остаться на 1 день, и нельзя будет пить, курить, и также нельзя будет посещать сауны, бассейны, и нельзя будет загорать на солнце, то есть нужно будет выполнять все рекомендации врача. Это в целях избежания инфекции, для того, чтобы все заживало хорошо. И также ассистент сказала, что перед операцией проводится полное обследование человека, для того, чтобы... Да, и она называется 360. И сейчас мне покажут, что и как. Это камера хранения моих вещей, то есть, видите, здесь кодовый замок, и я буду сама ставить код, и никто не будет трогать мои вещи, то есть за сохранность вещей они также несут ответственность, это очень круто. А в этом кабинете они будут проводить флюорографию, и тоже часть обследования будет проходить здесь. Здесь они будут проверять сердце, давление, и это тоже один из кабинетов для обследования. Меня провели в процедурный кабинет, здесь дают кровь на различные анализы, и видите, как все мило сделано, что вообще нет никакого волнения абсолютно. И для меня один из самых важных вопросов был это, как проходит реабилитация, и меня провели в комнату, точнее, это апартаменты, где я буду жить на то время, пока я останусь здесь, и пока все не заживет. На высоком этаже, на небоскребе, потрясающий вид. Получается, здесь я буду спать, так как у меня операция будет на лицо, а кровать имеет несколько уровней, и специально такое положение, чтобы лучше проходило заживление, скажем так. Здесь я буду отдыхать. Я уже так говорю, как будто я уже завтра приду сюда жить. И сейчас я уже ожидаю, когда меня пригласят в кабинет. Меня уже пригласили. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 잘 앉으시고. 감사합니다. 오케이, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. Okay. Veronica,
네. Okay, my name is Dr. Oh. So, what is your main, what do you want to know? Ну, во-первых, я хотела бы знать, будет ли четкий контур лица. Вот у меня нет четкого контура лица, и я хотела бы, чтобы было четче, и подбородок был более аккуратный. Ой, это мои снимки уже, представляете? I thought it was this that you want should be improved, but it's not. Your face, this is not more important. This is much more important for you. Вот эта девушка тоже делала операцию, ту, что интересует меня, и, как видите, You see скулы, that this да, here has сам come. контур лица у нее Here. поменялся. Мгм. So, once this gets smaller, her eyes and nose look more proportional, so it looks prettier. Да, и все, скажем так, части лица, глаза, нос стали более выразительны, да, и форма лица стала правильная. Сама операция была на скулы здесь, но также они еще подчеркивали контур лица, то есть скуловые части в основном, да, были исправлены. Доктор объяснил, что она уже где-то сделала ринопластику, но ей не нравился результат, и поэтому здесь она сразу тоже Can you see the nose? повторила ее, скажем так. She didn't like Врач it was думает, too что pointy. она сделала ринопластику где-то в Бразилии. Вы видите, да, как лицо изменилось после операции, оно выглядит более правильным и утонченным. Показали еще одну работу, мне это нужно для того, чтобы как бы понять на 100% все. И у девушки здесь был маленький подбородок, они вставили имплант и сделали более правильные черты лица, и также у нее была ринопластика. У этой девушки обе челюсти были немножко выдвинуты вперед, и они сделали коррекцию, скажем так. А у этой девушки было много операций, ей сделали и на глаза операцию, и ринопластику, и уменьшение скул, и V-line у нее было, и также ей сделали липолифтинг, это выкачивание жира из одной из проблемных зон, и введение в нужную зону, скажем так, и тогда 100% приживаемость. У этой девушки черты лица, как у меня, то есть форма лица и кости. Она сделала такую же операцию, уменьшение скул, и, как видите, глаза, нос, они стали более выразительными, и лицо приобрело такой очень милый вид. Эта девушка из Сингапура, и ей сделали уменьшение скул и V-line тоже. Very smooth and small. Врач показывает результат именно на снимке, то есть кости были шире, и они их уменьшили. Also, you can see how when we make this smaller, you can see how the eyes and nose and here gets more full. This part. Вот эта девушка сделала себе уменьшение скул, и ей также сделали липолифтинг, то есть ей вкачивали жир. Here. И видите, у нее впалые щеки, они сделались такими немного пухлее. Эта девушка себе сделала сокращение скул, и операция была где-то примерно год назад. И 2 недели назад она приехала сюда обратно, чтобы сделать себе операцию V-line, и привезла с собой подругу, которая тоже хочет сделать и сокращение скул, и V-line сразу, потому что ей очень понравился результат. И доктор говорит, что если есть какие-то вопросы по операции, вообще нужно задавать, потому что здесь нет тупых вопросов, он ответит на любые вопросы, да. Это кореянка с Америки, она сделала тоже себе уменьшение скул, липолифтинг в области лба у нее и ринопластика. И также я еще хотела узнать по поводу лифтинга лица, в том плане, что у меня, скорее всего, по наследству перейдет обвисание кожи, и также как бы кожа будет свисать вниз. Вот, я хотела бы узнать заранее по поводу лифтинга лица. So there is a lot of type of lifting. The simple method is putting threads in. Ну, вообще очень много путей лифтинга лицевого. Самый легкий это нитевая поддержка лифтинга. So threads, there's a lot of type of threads. There's the absorbable type and the non-absorbable type. И нити, их тоже очень много видов. Есть, которые растворяются внутри со временем, есть, которые не растворяются. And usually the non-absorbable threads are suspension types. Которые не растворяются, они считаются более эффективными, так как результат держится дольше. Дольше Absorbable результат. types are usually weak. Non-absorbable types are usually strong. Ну, те, которые рассасываются, они обычно слабые, и эффект там не так Ну, то есть заметен. требуется повторная Да, процедура. So younger people usually do the thread lips, and the older people usually do the incisional type facelift.
А молодым людям обычно, молодые люди, они обычно делают нитевую подтяжку лица, те, кто постарше, они делают, конечно, уже операцию. Проходит сама операция, процесс операции, это как бы не так важно. Важно то, где именно вы хотите сделать себе лифтинг. So that differs for every person as well. И это тоже отличается, это индивидуальный подход к каждому пациенту. Как видите, мужчина тоже делает себе различные операции, и у этого парня был фейслифтинг, и также он себе сделал липосакцию второго подбородка, и здесь результат у него после 1 недели, как видите, отек даже после 1 недели не так очевиден. То есть результат уже хороший. I actually wanted her to have a facelift, but she was a little bit afraid, so she had thread lift. Этой женщине сделали подтяжку лица именно нитевую, так как она боялась вообще этой операции, рассказывает доктор, и поэтому он ей предложил сначала сделать нитевую, и также она сделала блефаропластику. Когда делаете блефаропластику, взгляд становится открытым, глаза выразительнее и моложе. И она решила сейчас снова приехать для того, чтобы уже сделать фейслифтинг, потому что ей очень понравился результат. So actually you can see what I like to do when I do facelift. So the conventional type of facelift is usually just making it tight, but I don't like to do that because it looks awkward. Этой женщине также сделали подтяжку лица, и доктор рассказывает то, что он не любит, когда просто подтягивают какие-то отдельные части лица, он любит, чтобы в целом лицо выглядело красиво, и поэтому он подтяжкой лица делает контур. Вот эту девушку я видела в интернете, и, как видите, у нее очень много операций, продолговатое лицо, ей изменили и контур лица, и сделали также глаза, нос сделали. Обычно, если необходимо несколько операций сделать, если они не очень сложные, врач оценивает и может это сделать все за 1 раз, но в этом случае это происходило в несколько этапов, и, как видите, результат до и после. А в этом случае, видите, у женщины линия подбородка, она сливается с шеей, и ей сделали подбородок, выразительную шею, и также сократили скулы. Но основная операция была на верхнюю и нижнюю челюсть, на подбородок. Вот, я еще хотела показать вот этого парня. Ему сделали операцию на челюсть, и ему сделали как на верхнюю, так и на нижнюю. Здесь скорее не делают как бы операцию только на нижнюю челюсть или только на верхнюю. Они делают в целом, выравнивают и исправляют асимметрию, какие-то дефекты убирают как бы сразу. Really это, как вы видите, это уже мои снимки. So I'll show you. She didn't take the seat very Скуловые wide. кости мне нужно будет изменить. Они у меня очень большие, как говорит врач. А это уже снимок после операции, насколько будет уменьшена кость. И, как видите, более сглаженный такой вид. И здесь тоже кости были широкие, и их уменьшили. This becomes smaller, so the eyes look Да. The nose also looks bigger. И как более but this выразительны is стали smaller глаза now. и нос после уменьшения скул. Все, я прошла все консультации, все процедуры, информации очень много, и по поводу конкретно моей операции мне сказали, что зачастую как бы клиенты, пациенты, они не знают, где у них проблема. То есть мне, например, казалось, что мне нужно сделать операцию V-Line. Это операция, которая уменьшает подбородок и, скажем так, делает лицо по типу буквы V. Вот, оказывается, у меня проблема совсем в другом. То есть мне нужно убирать скуловую кость и делать ее меньше. То есть, видите, у меня она очень широкая, и реабилитация вот это вот все где-то будет месяц. Именно основная реабилитация в том плане, что в течение месяца мне не нужно будет, как уже на консультации мне говорили, загорать на солнце, не посещать сауны, бассейны. И также в течение месяца мне нужно будет употреблять, по крайней мере, первые недели, употреблять жидкую пищу и потом постепенно переходить на твердую. В течение месяца мне еще нужно будет спать не в лежачем положении, а полулежа, то есть для того, чтобы кровообращение не нарушалось и отеков не было так много. И также мне нужно будет пэки со льдом класть на глаза, для того, чтобы отеки, они быстрее сходили. Вот, кстати, мой доктор. И если уже точно знать, какую операцию делать, то потом уже делаю дополнительные снимки, они называются CT. И здесь, видите, конкретно уже кости отображены, то есть все видно полностью. Если у меня были снимки, они, скажем так, общего плана, рентген, скрининг, то здесь уже чисто
кости. Все настолько уютно, просто, и даже сейчас, вот, например, все мои вопросы, которые у меня были, да, по поводу операции, ответы я получила на все 100%, все переживания. Что мне понравилось, то что врач, он серьезный, он профессионал своего дела, он очень опытный. Здесь опытные врачи вообще, в принципе, все работают. Но мне понравилось то, что он с чувством юмора подходит и понимает с полуслова. То есть, когда ему объясняешь, что какие риски ты боишься ли ты там, что будут какие-то последствия, что-то, он все это объясняет, и нет такого, что вот ты задала какой-то вопрос, а сидишь, тебе кажется, что ты, может быть, глупый вопрос задала. Нет, он, наоборот, поддерживает и объясняет сразу все. К врачам у меня такое отношение, что если вот с первого взгляда врач у меня не вызвал доверия как профессионал, как человек, я, скорее всего, не буду у него делать вообще никакую процедуру, тем более уж пластическую операцию. Но по поводу мистера О, я хочу сказать, что он просто замечательный врач, и это была только консультация. Я посмотрела все его работы, это все он делал, и результат меня просто поразил. Многие фотографии, которые я вам показывала, они разлетелись по интернету. Я их видела еще до этого, но я тогда не предполагала, что многих людей оперировал именно он. И, естественно, как и в любых других местах, есть свои минусы. Единственный минус, который я здесь заметила, это то, что придется бегать по этажам. То есть у них консультации, обследование проходит на одном этаже, потом сами операции, естественно, не проходят в другом месте, на другом этаже. Все это в одном здании. Это плюс, кстати говоря. Но единственное, вам придется вот так вот по лифту постоянно ездить. Именно апартаменты для реабилитации, они находятся тоже на другом этаже. В принципе, это правильно, мне кажется, и это даже не минус. И самое важное, это то, что вот, например, я сидела на консультации, несмотря на то, что консультация бесплатная, да, они сидели и отвечали на все мои вопросы вот до тех пор, пока они у меня не закончатся. То есть не было такого, что со стороны меня кто-то подгоняет, там что-то, или же, допустим, я прошла консультацию, мне нужно записаться, либо же склоняет меня как-то к тому, чтобы я уже записалась заранее на пластическую операцию. Такого абсолютно не было, они ответили на вопросы, они, потому что понимают, что решение о пластической операции, как бы оно не приходит за раз, и мне нужно это все обдумать. Это мне очень понравилось, то, что не было давления со стороны. Здесь они делают, как вы поняли, не только такую операцию, как нужно мне, но и блефаропластику, и много-много разных других операций. Я вам уже на примере это показывала. И, в принципе, не так уж и тяжело. Я сегодня одна выехала из дома, приехала сюда на метро. От выхода метро здесь всего лишь 2 шага. Если хотите, я вам ориентиры напишу внизу, потому что вы мне часто просите говорить адреса, говорить, как бы, как доехать, как добраться, как я ориентируюсь. Очень просто. Станцию метро и выход, главное, свой знать. Больше вам ничего не нужно, потому что от станции метро, здесь вот 2 шага, вы сами видели, я вам оставлю внизу в описании все. И если что, то я вам оставлю также еще ссылку на их сайт. У них, как вы заходите на их сайт, сразу есть контакты, вы можете написать, они очень быстро отвечают. У них также есть англоязычные менеджера, которые как раз таки направлены на иностранных клиентов, потому что 50% клиентов этой клиники, они с других стран. Очень многие, кто из стран СНГ, вы сами это видели, из Казахстана, из России приезжают сюда, чтобы сделать пластическую операцию, блефаропластику, например. Ребята, я надеюсь, что это видео вам поможет, если вы искали информацию о клиниках пластической хирургии в Южной Корее, потому что я подобных видео еще не видела на русскоязычном ютубе и решила стать первой, кто вам изнутри покажет, как все это просто происходит. Я выбрала одну из самых лучших клиник в Сеуле. Клиника Region занимает первые места во всех категориях, а также отличается наивысшим сервисом обслуживания. Если вам понравился мой тур по клинике, то поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы не потерять меня. Пока!